Добрый день, друзья! Ну что, массаж руки был интересен. Многие посмотрели, многие отписались, что стало получаться. Замечательно, я очень рад всему факту. Вот. И сегодня мы будем разбирать массаж ноги. Именно массаж ноги при гемипарезе. Еще раз обязан сообщить, что массаж имеет противопоказания, и прежде чем приступить к процедурам массажа, даже самостоятельно, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Ну что, давайте начнем массаж ноги. Приступаем. Так, массаж ноги. Когда делаем массаж ноги из исходного положения лежа на спине, под коленом должен быть валик. То есть нога в колене чуть-чуть должна быть согнутая. Далеко не каждого пациента можно положить на живот, поэтому мы будем рассматривать основное положение лежа на спине. Итак, с бедром намного проще, чем с рукой. Оно большое, массивное, то есть есть что разминать. Значит, какие мышцы мы отрабатываем на бедре? Начинаем всегда с передней поверхности бедра и области тазобедренного сустава. То есть обязательно отрабатывается также область тазобедренного сустава. Итак, погладили. Здесь можно работать сразу двумя руками. Погладили. Некоторые приемы я не покажу, потому что неудобно их делать сразу двумя руками. Просто приходится поперек вставать, я закрою камеру. Поэтому двумя руками погладили. Далее выжимаем. Обхватили бедро руками и снизу вверх делаем вот этот прием выжимания. То есть выдавливаем кровь в более крупные сосуды. Далее разминание. Здесь прям четырехглавая мышца, она большая, массивная, поэтому можно работать как всей рукой, то есть прям по бедру. Аккуратно с внутренней поверхностью бедра. Там проходит нерв, поэтому сильно туда пальцами забираться не надо. Вот именно внутренняя часть бедра, внутренняя поверхность бедра, там идет нерв. Также 4 фалангами, то есть не будем усложнять приемы, и на верхней, и на нижней конечности практически вот оставим для легкости исполнения фактически одни и те же. Большими пальцами также можно проработать. Опять же, обратите внимание, я особо на внутреннюю часть бедра не ухожу. То есть вот чуть-чуть внутрь и все, не дальше. То есть прям по головке четырехглавой мышцы. Далее у нас по боковой поверхности бедра идет широкая фасция бедра. То есть ее тоже мы разминаем. С заходом на область тазобедренного сустава. То есть тазобедренный сустав у многих страдает при неправильной ходьбе, поэтому его максимально надо кровоснабжать. Поэтому акцент на разминание делаем в область, прям вокруг тазобедренного сустава, проекцию тазобедренного сустава. Можно подвигаться. Далее растираем бедро. Опять выжимаем. И погладим. Теперь нам надо добраться до задней поверхности бедра. Вытаскиваем валик, сгибаем ногу в колени и чуть-чуть поворачиваем ее наружу. То есть здесь можно из этого положения добираться до задней поверхности бедра. То же самое погладили, повыжимали, поразминали.
То есть здесь все зависит от того, как подберетесь пальцами. Также с одной стороны, с другой стороны, всей ладонью, отдельно пальцами, фалангами согнутых пальцев. То есть с двух сторон можно подобраться к бедру. И можно вообще двумя руками вот здесь проходиться. Далее, опять же, повыжимали. Растирать здесь тоже можно. Вверх-вниз. Совершенно спокойно. И погладили. Когда отработали заднюю и переднюю поверхность бедра, ногу чуть-чуть разгибаем. И надо бедро потрясти. Потрясти. То есть это снимает излишнее напряжение, как патологическое, так и после массажа. Снизу также потрясли. Прям идем снизу и вверх. Ну, в данном случае сверху вниз. Ну, как бы от периферии к центру двигаемся. Потрясли и погладили. В любом направлении, в каком вам нравится. Когда отмассировали тазобедренный сустав и бедро, надо обязательно сделать движение в тазобедренном суставе. То есть движение ногой. То есть мы ногу сгибаем и разгибаем. Обратите внимание, рука одна на стопе, то есть стопу надо натянуть на себя. Вторая рука под коленом, чтобы нога не падала вниз, не переразгибалась колен. То есть придерживаем чуть-чуть. И по направлению к голове пациента мы делаем вот это движение. Также ногу согнули в колени, зафиксировали стопу на поверхности и отводим коленочку в сторону. Вот это движение. В сторону поотводили. Внутрь колена. Вот здесь, внимание, если есть эндопротезирование тазобедренного сустава, то движение колена внутрь делать нельзя. Вот. Да и наружу тоже с осторожностью. Из этого положения нога согнута. Поподнимали коленочку и ставим обратно ногу. То есть все направления движений в тазобедренном суставе. Ногу выпрямили, взяли под пятку и прямую ногу поотводили в сторону. Можно делать полукруги. То есть любые пассивные упражнения, то есть любые движения в тазобедренном суставе. Далее возвращаем валик под колено. И у нас коленный сустав, места прикрепления четырехглавой мышцы, места прикрепления там, передней большеберцовой мышцы, надколенник, боковые связки. Вот это все сейчас нам надо будет отработать. То есть никогда не делается массаж надколенника. Мы обходим надколенник всегда по кругу. То есть растираем. Здесь так же, как и с локтем. Места прикрепления мышц разминаются. То есть вокруг надколенника. То есть мы идем по местам прикрепления мышц. Можно 4 пальцами. Можно в разные стороны расходиться. Можно вообще по кругу ходить. Как угодно. Главное размять. Размять места прикрепления. Но надколенник мы не трогаем. Руки на него не кладем. У меня руки домиком, то есть они над надколенником. У вас должно быть точно так же, потому что вывихнуть его проще простого. Растираем прямую связку надколенника. Она идет от надколенника и вверх. То есть нам надо ее как следует растереть. Придавить к бедренной кости и растереть. Здесь она тоже есть. Тоже мы ее растираем под коленом. Она также с двух сторон идет вот таким образом. Растерли боковые поверхности. Прям можно ладошками. Прям по бокам. Там боковые связки идут, поэтому мы это дело активно растираем. Надколенник. Итак, после того, как размяли по кругу, разогрели все связки, места прикрепления,
боковые связки. Надколенник. Его во время массажа трогать нельзя, но после того, как вы разогрели все связочки, можно его пошевелить. Прям двумя пальчиками взяли и побаллотировали его влево, вправо посмещали. Только, пожалуйста, аккуратно, не надо его там выдавливать под колено. Чуть-чуть подвигать легонечко его, потому что основная функция его, конечно, защитная, но прямые его связки, они очень сильные, и бывает так, что из-за них развивается тугоподвижность коленного сустава. После того, когда все, надколенник подвигали, связки разогрели, размассировали, надо сделать движение в коленном суставе. Согнули, разогнули. Соответственно, больше тут особо ничего. Можно подняли коленочку и по поверхности. Пяточкой походили на сгибание, на разгибание. Вот эти движения. То есть максимально сгибаем коленный сустав. И максимально разгибать его не обязательно. Далее. Голень. Голень у нас представлена, так по большому счету, 3 мышцами, которые мы можем отмассировать. То есть у нас передняя большеберцовая мышца, икроножная мышца двуглавая и под ней камбаловидная, то есть они составляют трехглавую мышцу голени. Соответственно, внутренняя часть голени, там идет только кость большеберцовая. Тут массировать нечего, то есть не надо туда лазить. Массируем только внешнюю часть голени. Помимо всего прочего, когда мы работаем с передней большеберцовой мышцей, то лучше стопу пациента максимально согнуть на него, то есть тыльное сгибание, максимальное, натянуть икроножную мышцу и подсократить переднюю большеберцовую мышцу. И вот здесь то же самое. Разогреваем, гладим. Далее выжимаем. То есть можно 2 пальчика взять, положить как утюжок на переднюю большеберцовую мышцу. И вот таким образом ее повыжимать. Можно ребром ладони. Как угодно. То есть только не по бугристости большеберцовой кости, то есть сбоку все отрабатываем. Далее разминаем. Мышца небольшая, поэтому можно большим пальцем проходиться. Можно 4 пальцами. Можно согнутыми 2 фалангами. Все зависит от того, какие у вас пальцы. Можно всеми 4 согнутыми фалангами. Как угодно, главное мышцу придавить к костному ложу и посмещать. Далее повыжимали чуть-чуть. Повыжимали ее. Растерли. То есть можно прям собрать, согнуть пальчики и прям по мышце походить вверх-вниз, порастирать. Можно ребром ладони, как угодно. Можно бугром большого пальца. Пожалуйста. Чуть погладили. Далее, икроножная мышца. Как до нее добраться? 2 варианта. Либо повыше валик, либо по возможности, если пациента не совсем плегия, нога держится, можно прям согнуть ее и сесть на стопу. Одной рукой всегда вы держите за коленочку, другой рукой мы работаем, как правило. То есть здесь у вас вся мышца в руке, и здесь вы можете погладили, повыжимали, поднимали вверх кровь. Можно прямо обхватывать 2 руками и выжимать. Далее, как удобно, разминаем снизу вверх. От голеностопного сустава к коленному идем. Здесь очень удобно менять руки. Устала одна рука, поменяли, начала работать другая. Таким образом.
Можно двумя руками. Прям поскручивать мышцу, как вот в видео, где сам массаж был, где мы как белье выжимали. То же самое. Обхватили и в разные стороны скрутили ее. Можно двумя руками, 4 пальцами. Прям походить по мышце. Порасслаивать ее. То есть одна рука в одну сторону закручивает спираль, другая в другую. Тем самым происходит как бы раздвижение, расслоение, ну не патологическое, волокон мышцы, механическое. И туда притекает много крови, обогащенной кислородом. Это полезно, это питание мышц. Далее опять повыжимали. Мышца крупная, мышца, скажем так, отделена от костного ложа, поэтому как с бедром обязательно мышцу пошевелить, потрясти, попотряхивать ее, прям покатать в руке, чтобы она окончательно расслабилась. И погладили. И погладили. Это икроножная мышца. Помимо всего прочего, у нас остается голеностопный сустав и ахиллово сухожилие. То есть тоже достаточно важный элемент, особенно при разгибательных подошвенных контрактурах голеностопного сустава. Потому что когда вы растягиваете голеностопный сустав, у вас натягивается ахилл. Если он будет не разогрет, его можно оторвать. Поэтому, что касается голеностопного сустава, здесь по примеру лучезапястного сустава. Суставная щель, она уходит чуть-чуть под лодыжки, поэтому мы растираем так же, как лучезапястный сустав, поперек, вдоль, как угодно, в любом направлении. В любом направлении растираем. Главное повысить температуру, разогреть его. Растерли. Что касается ахиллового сухожилия, его, конечно, удобней прорабатывать когда пациент лежит на животе. Но не всех пациентов можно положить на живот, поэтому прям с двух сторон ахиллово сухожилие у нас переходит в икроножную мышцу. Прям взяли 4 пальчика, с двух сторон сдавили ахиллово сухожилие, нащупали его и начинаем растирать. При этом, в отличие от передней большеберцовой мышцы, здесь стопу лучше, наоборот, носочек оттянуть. И из этого положения ее растирать можно спиралькой. Можно там добраться большим пальцем до него с одной стороны, с другой стороны, как удобно. Потянуть его, посмещать влево-вправо. То есть можно двумя прям руками взять и вот такими движениями и менять пальцы. С одной стороны его потянули, с другой стороны его подтянули. То есть прям вот попридавливать его, порастягивать. Прям от пяточного бугра мы идем от места прикрепления, прям мы идем вверх. Можно поперек его попилить, как угодно. Надо повысить локальную температуру ахиллового сухожилия. Далее. Движение. Движение обязательно также во всех суставах мы делаем. Прихватили голень в области суставной щели голеностопного сустава и, упираясь в плюсну под пальцами, начинаем натягивать голеностоп в тыльное сгибание. Потянули. Потом можно подключить пальцы, то есть взять пальцы, сначала поднять пальцы и потом понатягивать голеностоп, то есть растянуть максимально голеностоп. Когда вся нога отработана, то есть здесь надо еще, помимо всего прочего, растянуть заднюю поверхность бедра и ягодичную мышцу. Делается это следующим образом. Самое удобное. То есть взяли ногу пациента, положили себе на плечо, зафиксировали колено, чтобы нога не сгибалась
над коленом нижнюю треть бедра. И потихонечку начинаем поднимать ножку все выше и выше, насколько она поднимается. То есть будет растягиваться вся задняя поверхность. Помимо всего прочего, если у пациента нога поднимается высоко и хорошо, в конце, когда вы преднатянули заднюю поверхность бедра и икроножной мышцы, рукой берем и натягиваем голеностоп на сторону пациента, в сторону тыльного сгибания. То есть нам надо растянуть всю заднюю поверхность бедра, освободить седалищный нерв, чтобы он нормально функционировал.